Как прекрасно, что в рейки мы можем лечить на расстоянии, программировать сеансы, гармонизировать отношения и гармонизировать ситуации. А об этом сейчас и поговорим. Но вначале помните, пожалуйста, о следующих 3 пунктах. Иногда ситуации можно изменить. Не все и не всегда можно изменить. И если вы попробовали изменить и что-то не получилось, либо вы что-то делали не так, либо ситуацию изменить невозможно. То, что нам позволяет сделать рейки, можно сформулировать как получить лучшее из возможного. Если вы предприняли усилия и что-то не получилось, не расстраивайтесь. Никто не обещал, что будет получаться все, ведь рейки – это не джин из бутылки. Рейки не воздействуют на людей и не приводят ситуации к тому виду, который мы хотим получить. Мы получаем лучшее из возможного, не воздействуя напрямую на мысли и поведение других людей. Как же работает рейки и как мы гармонизируем ситуацию? Рейки позволяет нам изменить настроение и самочувствие собственное и всех участников. Когда мы гармонизируем день, энергия убирает напряжение и внутренние проблемы, вызывающие неадекватную реакцию, гнев, напряжение, раздражение. И когда вы находитесь в хорошем расположении духа, когда вы прекрасно себя чувствуете, и когда все вокруг, с кем вам предстоит встретиться, также в момент встречи с вами находятся в наилучшем расположении духа, вы получаете лучшее из возможного. Но помните о 3 препятствиях. В гармонизации ситуации и вообще в нашей жизни существуют внешние препятствия, обстоятельства, другие люди, внутренние эмоции, мысли, убеждения, ограничения и кармические, те препятствия, которые мы принесли с собой из прошлой жизни. На какие-то из них мы можем воздействовать с помощью рейки, на какие-то мы можем воздействовать с помощью долгосрочной духовной практики, а что-то в этой жизни изменить невозможно. И суть духовной практики не в том, что мы преображаем свою внешнюю жизнь, а в том, что мы меняем свою внутреннюю жизнь, меняя отношения к происходящему вовне и внутри. Давайте сейчас попробуем с вами провести технику гармонизации, одну из стандартных и классических. Но я не раз уже слышал в комментариях, что люди не понимают, зачем идти учиться, если все есть на канале. Хочу сразу сказать, то, что вы видите здесь, и то, что я показываю, это то, что я могу вам всем дать бесплатно. И, естественно, это не касается, и здесь не демонстрируется материал, который входит в мои курсы обучения. Если вам нравится то, что я делаю, и то, что я даю вам, вы можете предположить, как много всего интересного и полезного есть в платных курсах. Так что воспользуйтесь тем, что есть на канале, и если хотите получить больше, присоединяйтесь к ближайшему курсу обучения. О плане обучения вы можете узнать на сайте silkwarereiki.com. А сейчас приступим к практике. Классическая техника гармонизации. Признаюсь, не та, которую мы используем в курсе «Мастерство. Первая ступень». Не та техника, которой я обучаю своих учеников. Итак, усаживаемся поудобнее, но при этом сохраняем правильное положение тела. Ваши стопы плотно стоят на полу, голень с бедром образуют угол в 90 градусов, спина ровная. И вначале мы настроимся на практику. Прикрываем глаза, наши руки на бедрах ладонями вверх. И внимание направляем внутрь. Обратите внимание на то, что ваш взгляд должен быть направлен на пол вдоль вашего носа. Вы не закатываете глаза и не запрокидываете голову. Нам важно расслабиться, чтобы войти в поток. Иногда мы можем это сделать очень быстро, особенно если занимаемся с утра. Иногда нам нужно больше времени, когда занимаемся вечером или после серьезного напряжения и стресса. Так что, когда надо, не жалейте времени. Хороший настрой на практику дает, во-первых, качество, а во-вторых, экономит время в самой практике.
Мы представляем, что находимся где-то на природе, в очень комфортном и приятном для нас месте. Чувствуем и представляем, что босиком стоим на земле, а над головой у нас ясное голубое небо. Далее мы складываем руки в намасте и обращаемся к рейки. Мы благодарим себя, свою душу, благодарим рейки, божественную энергию, благодарим свое тело, называем имя, и просим рейки во имя высшего блага сгармонизировать. И вы говорите, какой день или какое событие, можно гармонизировать целый день или отдельные события, просите трансформировать все препятствия на вашем пути, напряжение, стресс, внутренние и внешние ограничения, сгармонизировать всех участников, расслабить и настроить на позитив, наполнить жизненной силой, расслаблением, мудростью, гармонией. Просите рейки дать вам силы принять неизбежное и трансформировать все, что может быть трансформировано. Далее вы рисуете иероглиф рейки, читаете молитву или рисуете знаки в соответствии со своей ступенью. Далее разведите руки в стороны, примерно на расстоянии сантиметров 15, и представьте между руками прозрачный шар. Наполните его энергией, либо нарисуйте внутри знаки, либо читайте молитву, повторяйте мантры или катадамы, наполняя шар энергией. Если у вас возник вопрос, какую молитву или мантру нужно читать, или что такое катадамы, посмотрите ролик, который как раз посвящен этой теме. После того, как почувствуете тепло и наполненность между ладонями, представьте само событие, либо весь грядущий день, или тот день, который вы гармонизируете. Можно гармонизировать как ближайший день, так и какой-то отдаленный. Начните представлять события этого дня так, как они вам видятся сейчас. Или ситуацию, так, как вы себе ее представляете. И пусть все участники и вся ситуация побудут в потоке энергии. Позвольте энергии растворить напряжение, негативные эмоции, плохое самочувствие, нежелание идти на компромисс, помогать, открываться. В общем, помогите и позвольте сейчас рейки растворить все ограничения внутри вас и каждого из участников. Продолжайте до тех пор, пока образ между вашими ладонями не изменится или не появится ощущение спокойствия и легкости, когда вы думаете о грядущем событии или дне. Гармонизация может пройти как очень быстро, так и долго. И по сути, по скорости гармонизации вы можете судить о том, что вас ждет. Чем легче гармонизируется ситуация, тем проще и легче пройдет день или событие. Когда образ изменился, или внутри появилось ощущение спокойствия, благости, расслабленности, может быть и то, и другое одновременно, растворите образ и шар в пространстве, сложите руки в намасте и поблагодарите себя, свою душу,
Поблагодарите рейки, божественную энергию, поблагодарите свое тело, назовите имя и подтвердите, что такое-то событие или такой-то день сгармонизированы. Все препятствия растворены, напряжение, отрицательные чувства, эмоции, мысли трансформированы. Вы и все участники наполнены божественным светом, любовью, гармонией, здоровьем и наилучшим настроением для того, чтобы все прошло гармонично. Так и есть, так и есть, так и есть. Это одна из техник. И помните, что когда вы гармонизируете свои дни регулярно, вы начинаете менять свою судьбу. Не образно, а буквально. Когда вы сгармонизировали день и прожили его наилучшим образом, вы принимали самые правильные решения, вы не тратили энергию попусту, вы не создавали напряжения и страхов. И так, шаг за шагом, по чуть-чуть, вы меняете сценарий своей жизни, потому что вы находитесь в другом эмоциональном состоянии, в другом физическом состоянии, вас посещают другие мысли, и вы принимаете совершенно другие решения. И шаг за шагом ваша судьба изменяется. И это не изменение воображаемое, это изменение реальное. Введите в свою регулярную практику гармонизацию ситуаций. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее такое же полезное видео. Остались вопросы? Пишите в комментариях. И до следующего раза. Пока!